Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Вот я связала такую французскую кофточку для дочки и назвала французским именем Эмили. Кофточка связана с классическим регланом сверху вниз, и горловина оформляется в виде лодочки. Видите, горловину я связала с узором рис. И для этой кофточки я применяю такой узор. И узор тоже назвала Эмили. По величине узор Эмили два вида. Большой узор Эмили и малый узор Эмили. С большим узором связано тело кофточки. И здесь добавлен еще узор змейка. А на рукавах вяжем малый узор Эмили, и они отличаются по величине. И, друзья, на моем канале есть отдельное видео, мастер-класс вязания этих узоров. Можете там посмотреть. Пойдемте вязать. Коротко о схеме вязания. В горловине берем 116 петель. Это, соответственно, будет 56 сантиметров. Провяжем горловину, и после этого будем распределять петли горловины по частям кофточки. И начало ряда у нас будет вот здесь. Для регланной линии мы распределяем по 2 петли. Для спинки и по переду по 39 петель. И на рукавах по 15 петель. Вот, друзья, горловину провязали 10 рядов с узором рис. Узор рис, знаете, один ряд провяжется резинка 1 на 1, а следующий ряд провяжется эти петли наоборот. Где провязана петля лицевая, провяжем изнаночной, а следующую изнаночную петлю провяжем лицевой петлей. И вот таким образом мы периодично повторяем. У нас получается вот такой узор рис. Вот мы сейчас находимся в начале нового ряда. Провяжем одну петлю для регланной линии, одна петля на этой стороне. Ставим голубую маркировку, это нам указывает начало нового ряда. Посчитаем 19 петель и отмечаем центральную петлю спинки. После черной маркировки центральная петля спинки. Теперь посчитаем до конца спинки еще 20 петель. Две регланные петли. Посчитаем 15 петель для правого рукава. Две регланные петли. Посчитаем 19 петель и ставим маркировку. Это у нас означает, после красной маркировки у нас центральная петля переда. После этой маркировки еще посчитаем 20 петель. Две регланные петли. Теперь посчитаем 15 петель для левого рукава. Это у нас регланная петля.
закончили распределение петли по частям кофточки. Друзья, наш узор немножко стягивает полотно. Чтобы корректировать это, мы здесь добавим определенное количество петель. На спинке и по переду мы добавим по 6 петель, а на рукавах добавим по 2 петли. И на этом ряду мы будем вязать все петли лицевыми петлями и будем только добавлять петли. Регланная петля. Начинается новый ряд. Посчитаем 6 петель и добавим. При добавлении поднимаем накид от нити прошлого ряда. Надеваем спицу и этот накид мы провяжем лицевой скрещенной. Опять посчитаем 6 петель. Точно так же опять добавляем. Опять 6 петель. Опять добавляем. Добавили 3 петли. Теперь здесь посчитаем 3 петли. Опять добавим. 6 петель посчитаем, добавим. Посчитаем 6 петель, добавим. Вот добавили 6 петель и по переду добавим точно так же. Теперь я вам покажу, как мы добавим на рукавах. 2 регланные петли и вот петли рукава. Посчитаем 5 петель и добавим. Опять посчитаем 5 петель, добавим. Тоже мы на рукавах добавили 2 петли. Точно таким образом и добавим на этой стороне. И мы с вами увидимся, когда дойдем до начала ряда голубой маркировки. После добавления петель наша схема теперь стала вот такая. На спинке и по переду теперь по 45 петель. На рукавах по 17 петель. И по регланной линии остается также по 2 петли. Теперь, друзья, мы начнем свои основные манипуляции. Будем оформлять регланные линии и начнем вязать узор. Вы видели, узор вяжется во всех частях кофточки. И как начать узор, я вам подробно на практике покажу. Давайте коротко объясню о схеме этих узоров. Перед и спинка вяжем узором Эмили, большой узор, и в комплекте добавим узор змейку. А на рукавах мы вяжем малый узор Эмили. На этой схеме, друзья, схематично показано, как мы начнем узор на спинке и по переду. Они начинаются одинаково. Вот видите, в центре 19 петель, это будет большой узор Эмили, по бокам этого узора будут змейки, остаются по 3 петли с обеих сторон. И эти петли мы провяжем вот таким образом. Лицевая скрещенная и 2 изнаночные. А с этой стороны 2 изнаночные, потом лицевая скрещенная. И мы оформляем регланные линии, здесь набирая накиды. А на рукавах, друзья, 17 петель составит один раппорт малого узора Эмили. И по ходу вязания, друзья, по регланной линии у нас добавляются петли. И эти добавленные петли мы включаем в узор. Тогда нам пригодится вот эта схема для тела кофточки. И посмотрим схему по рукам. По своим рукам, друзья, это правая рука и правая сторона. Левая рука, значит левая сторона. И на спинке и по переду правая сторона. Схему посмотрим. Вот эту таблицу. Вот видите,
С правой стороны мы по регланной линии добавляем накиды, расширяем полотно, здесь включаются петли, и эти включенные петли мы потихонечку здесь включаем в узор. По ходу вязания, друзья, образуется один раппорт большой Эмили. И потом опять мы продолжим. Этот раз мы будем вязать добавленные петли узором змейки. А эту таблицу вот так посмотрим, друзья. Это у нас будет левая сторона. По левой стороне регланной линии добавляем накиды и добавленные петли включаем вот в узор. И здесь все идет зеркально. Еще сделала вот такую таблицу. Это для рукава, друзья. Вот видите, здесь в центре имеется, когда мы начали узор в петлях рукава, 17 петель мы провязали один раппорт узор Эмили. И в дальнейшем вязании добавляются петли, и эти петли включаются в узор. По ходу вязания с обеих сторон образуются еще раппорты этого узора. Здесь тоже по рукам считаем правая сторона рукава и левая сторона рукава. И на рукавах, друзья, провяжите один раппорт узора. И здесь уже опять заново начинается вот отсюда, где вот мы вначале начали. Начинается повторяться. И таким образом вы можете спокойно продолжить регланную линию до желаемого размера. Начинаем оформлять регланные линии. Вот мы сейчас находимся в начале вязания. У нас одна регланная петля. И после маркировки берем накид. И на спинке начнем вязать узор. Первая петля у нас лицевая скрещенная. Эту петлю мы провяжем за левой стенки, вот таким образом. Две изнаночные. Начинаем узор змейку. 3 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, вяжем протяжкой, изнаночная, 3 лицевые. Начнем большой узор Эмили. 2 изнаночные, накид, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 петли вместе. Вот видите, мы как раз попали в центр. Когда 3 петли вместе, вот это у нас после маркировки центральная петля спинки. Вот эти 3 петли мы провяжем вместе. Для этого переправим петельки, убираем маркировку, перепоставили. И чтобы мы знали, где находится наша спинная часть, вместе провяжем с маркировкой эти 3 петли вместе. Вот таким образом. Получается, все 3 петли провязаны с наклоном влево. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 2 изнаночные. Вот мы закончили большой узор. Теперь вяжем комплект узора змейку. 3 лицевые, изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, вяжем протяжкой, изнаночная, 3 лицевые. Закончили змейку. И до маркировки остается 3 петли. Изнаночная, изнаночная и лицевая скрещенная. До маркировки берем накид. 2 регланные петли. Берем накид. Начинаются петли рукава. 17 петель. Здесь тоже вяжем узор. Лицевая,
2 изнаночные, накид, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 петли вместе, для этого переправим петельки и провяжем их вместе с наклоном влево. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 2 изнаночные, лицевая. Закончили узор на рукавах. До маркировки накид, 2 регланные петли, накид. И начинаются петли переда. И петли переда точно так же одинаково вяжется, как я вам сейчас показала на спинке. Левый рукава то же самое одинаково вяжется, как в правой рукаве. И когда дойдем до голубой маркировки, начинаются четные ряды. Вяжем все петли по рисунку. Накиды возле реглана и накиды внутри узора вяжем лицевыми петлями. И когда дойдем опять до голубой маркировки, начнется у нас новый ряд, нечетный ряд. Вяжем узор. 3-й ряд узора. И, воспользуясь схемами, которые я вам объяснила, продолжите вязание самостоятельно. И мы с вами увидимся, когда будем оформлять азиатский росток и дальнейшем подрез.